Здравствуйте, друзья! Я не профессиональный блогер, и тем более мой видеоканал не кулинария. Но я люблю поделиться какой-нибудь вкусняшкой, чем-нибудь особенным. Я не буду пытаться выискивать какие-то рецепты, делюсь просто тем, что люблю я. Очень у нас в семье любят курочку гриль, и мы, как и все, наверное, готовили ее в рукаве или в фольге. И вечно она получалась или покупная в супермаркете где-то курица гриль. Она вечно мне какая-то сухая получалась. Всегда просился какой-то соус. Началось с того, что я в рукаве начал готовить курицу. Рассказывать и снимать этот рецепт я не буду, но начал готовить курицу в рукаве и напихивать ее внутрь крашеным луком, цибулькой, специей. И это все давало сок. Рукав, не знаю, может не такое качество попадалось, но через раз он где-то лопнет, этот сок выветрится и абсолютно не то. Сейчас я пришел к рецепту, не рецепту даже, а просто способу приготовления курицы. Мы очень любим, когда все сочное. Есть такое грузинское блюдо, но это не то. Это не то я снимаю. Когда курица в соке, как это назвать, макалка, соус. Когда оно все сочное такое, не люблю я курицу сухую и с корочкой. Коронавирус у нас буяет, поэтому маску обязательно надо носить. И пришел к какому я способу. Во-первых, я покупаю не курицу целую, а покупаю то, что нравится. На сегодняшний день я купил, есть такие четвертинки недорогие, я их разделал. Купил крылышки на любителя. На любителя, и количество то же самое по своей семье. Обязательно беру пупки, любим мы их. Настрогали морковки, лучка и болгарского перца. Специи. Специи на любителя. Здесь абсолютно, да, согласен, на любителя. Но если хотите попробовать именно с макалкой, макалка, какое глупое слово, с соусом, чтобы такое сочное все было, то обязательно куркума, она дает свой вкус. Приправа для курицы. У нас в Украине я уважаю больше всего эти приправы эксклюзив для курицы. И соевый соус. В принципе, любой, его много я не даю. Значит, количество лука, морковки по вкусу и по величине вашего деко, или как это назвать. Что дальше делаем? Забрасываем всю курицу сюда. Все уже помыто, все почищено, лишние шкурки, жирок срезан. Забрасываем сюда пупки. Все это, в принципе, можно сразу перемешать, хотя смысла не имеет. Можно сразу же посолить. Извиняюсь за паузу. Я вечно записываю видео без заранее написанного текста, без плана. Солим. Кто более-менее на кухне, хоть более-менее яичницу, кто умеет себе поджарить, тот знает, сколько солить для себя любимого по вкусу. Дальше все на любителя. На любителя. Кто сколько хочет. Сок пустит курица, сок пустит лучок, морковка. Заливаем. Мы посолили по вкусу. Засыпаем специи каждому по вкусу. Каждому. Мы любим такую острую, что потом, я, конечно, утрирую, но что потом аж изжога была, чтобы сок был такой шикарный. Насыпали куркумы. Насыпаем специи. Я, как видите, специй не жалею. Любим мы это дело. Не часто мы это все готовим. Все это сейчас переколатываем. Чуть-чуть на самое донышко, вот так вот чуть-чуть. Хотя это и смысла особо не имеет. Но чуть-чуть олейки так, чтобы смазать стеночки просто. Что сказать, я главного не сказал, что на это блюдо у меня деко такое с крышкой. Я вам дальше покажу, стеклянное. Перекладываем всю эту трахомудию
вот сюда. Ну что, все замариновали. В принципе, можно сейчас сказать, что по-профессиональному, что дайте ему полчаса настояться. Я настаиваться не буду давать, оно все промаринуется в процессе готовки. Ставлю духовку на, господи, 180, 220, не имеет особого значения. В духовку ставьте, все видно, дека прозрачная. Дека прозрачная с крышечкой. Крышечка обязательно, чтобы соки дальше не выходили. Вот, накрываем наша дека. Это не дека. Ну, не буду умничать. Напишите в комментариях, как называется эта посудина. Вот, и отправляем в духовку. Друзья, час в духовке. Как видим, боюсь камера, чтобы не запотела. Как видим, сока там хватает с головой. Это такое полупервое, полувторое блюдо. А мы сейчас посмотрим. Ну что, ребята, одно могу вам гарантировать, это будет очень вкусно. Сейчас я открою крышку и пойдет пар. Спуск с жару. Вот такая вот штучка получается. Вот. Воды можно долить какой-то стакан, можно не доливать, но сам факт, что по-настоящему будет сочная курица, без всяких хитромудростей, уколов. Ну, когда вкусную сочную курицу готовят, уколами накалывают ее, иначе она по-любому сухая будет. Это очень вкусно. И разнообразие какое-то здесь и пупки, и ножки, все на ваше усмотрение.